Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане оказалась едва ли не самой обсуждаемой из 4 основных. Оно и понятно, ведь здесь на подиуме зарождаются главные тренды, включая нынешние тенденции сезона осень-зима 2024-2025. К тому же в итальянской модной столице состоялись сразу 3 громких дебюта. Новые дизайнеры пришли в Москино, Тотс, Плюмари. А еще из заметного вторая коллекция Sabato de Sarno для Gucci и очередной триумф Prada. Сегодня миланские дизайнеры разрываются между 40-ми и нулевыми. Именно эти 2 декады оказались самыми популярными. При этом многие бренды сделали ставку на практичность, но отошли от порядком наскучившей концепции базовый гардероб. А заодно показали нам очень смелые эксперименты с фактурой, которые способны оживить даже самый простой силуэт. Однако давайте, друзья, наконец-то перейдем непосредственно к трендам и поговорим обо всем по порядку. Офисная сирена. Да, у Милана есть собственный взгляд на корпоративный минимализм, который стал популярным еще на неделе моды в Нью-Йорке. В гардеробе на осень нынче представлены модные образы, которые смотрятся довольно строгими, но все же бесспорно женственными. Матье Блази для линейки Bottega Veneta создал идеальные вещи для офиса. Вместо очевидных клише вроде серого брючного костюма или жакета и юбки-карандаш он рекомендует асимметричного кроя наряды, многослойность, интересные комбинации по цвету. В эффектных аутфитах из коллекции Prada привлекает внимание двойственность, гармоничная смесь хрупкости и строгости, жесткости. А вот дом моды Макс Мара обыграл тренд в нуарном стиле. Следующую тенденцию на холодный сезон кто-то даже в шутку назвал «кожа, в которой я живу». И пусть в числе осенних трендов кожаные вещи нам кажутся такими же оригинальными, как цветочные принты в весенних коллекциях, но тем не менее не отметить засилье кожи на подиуме в Милане теперь никак невозможно. Фаворитом среди дизайнеров по традиции остается черный тон данного материала. Зато самых разных текстур, от идеально гладкой матовой до ослепляющей глянцевой. Возможности с тенем под крокодила или с рельефным повторением логотипа бренда. Не меньший спрос обещают на кожаную одежду, обувь, сумки в любых оттенках коричневой гаммы, в рыжем, в карамельном, а также в темном зеленом, винном, красном и даже в голубом. Примеры смотрим у Ferragamo, Tom Ford, Gucci, Marni, Versace. Неправильные свитеры. Пожалуй, так я озвучу следующий тренд. Вязаный, теплый, уютный свитер либо джемпер – безусловная база осенне-зимнего гардероба. Но дизайнеры во время показа в Милане решили, в их свитерах ничего базового и в помине не будет. Этро, Фенди, Тотс представили джемперы, будто надетые только наполовину. В коллекции Sportmax можно увидеть нечто похожее на чехол, прикрывающий лишь шею и плечи. Некоторые бренды дополнили вязаные вещи футуристичными капюшонами и даже сделали подобием кейпов. Вывод один. Серой водолазкой в духе тихой роскоши или свитер для извинений, как теперь принято говорить, нам уже не отделаться. Придется проявить фантазию. Поэтому внимательно смотрим, запоминаем и пробуем повторить. Я думаю, вам на это, друзья, понадобится совсем немного времени и сноровки. Короткие пальто. Дизайнеры и стилисты дружно приучили нас к объемным и длинным, часто до пола пальто, за которыми можно спрятать любой, в том числе наскоро придуманный образ. Но в этом сезоне трюк не пройдет. В моду возвращаются короткие фасоны. В большинстве оказались модели длиной до середины бедра. Среди таковых отмечу одежду марки Prada, Gucci, Ferragamo. Но есть даже случаи, когда пальто вдруг заканчивается где-то в районе талии. Рваные ткани. Да, потрепанная, изношенная по краям или в вырезах, затертая до дыр одежда с торчащими нитками – это нормально и даже модно. Во всяком случае, такое впечатление складывается при просмотре новых коллекций. Дамы моды как один взялись экспериментировать с фактурами и тем, насколько их можно искусственно состарить. Пионер такого подхода – Глен Мартинс. В гардероб Diesel он добавил прозрачные вставки. Результат получился потрясающий. Рванина смотрится воздушной и даже нарядной. Модные 40-е. К мрачному периоду прошлого века решили обратиться несколько брендов. Наиболее атмосферно суровую моду тех лет показали в коллекции Prada, где утверждают,
что наконец-то сходит на нет всеобщее увлечение нулевыми. Место на подиуме теперь занимает тревожный гламур 40-х, что удалось отразить в стильном образе через армейские фуражки, грубые сапоги с квадратным мыском и широким голенищем, пальто и жакеты, визуально повторяющие мужской силуэт. Совсем иная бахрома. Похоже, прошлогодние эксперименты с бахромой до сих пор не дают покоя дизайнерам. На сей раз они решили пойти в своих изысканиях еще немножечко дальше. Кутюрье утверждают, из бахромы можно сделать абсолютно любую вещь. Например, юбку, платье или теплое пальто. Иногда на модных показах модели были одеты в бахрому буквально с ног до головы. И наша главная задача теперь не запутаться во всем этом великолепии. В прямом смысле, конечно, не фигурально. Оттенки зеленого. Сегодня мода все чаще обращается к природной гамме цветов, в которой зеленому предоставлен явный приоритет. Здесь и кисло-сладкий лайм, и сочная трава, либо более темные, увядающие с приходом холодной осенней поры краски зелени. Есть даже такой вариант, который Сабата де Сарно для линейки бренда Gucci озвучил как тухлый, гнилой зеленый. Цвет своеобразный и далеко не всем будет к лицу. К выбору нарядов в этом тоне стоит подходить с осторожностью. Всегда актуальный черный. Хочу отметить, что большая часть модных шоу в Милане стартовали с монохромных луков в черном. И скажу вам, друзья, смотрелось все это на подиуме совершенно не мрачно. Напротив, цвет подчеркнул мастерство кроя, качество тканей. В коллекциях дома моды Dolce Gabbana, Bleu Marie черный идеально сыграл за счет полупрозрачных фактур. У Ferragamo привлекает в нарядах драпировкой и бахромой. У Роберто Кавалли, Армани – женственными формами. У Макс Мара усилил эффект многослойности. В общем, ничего скучного и безрадостного в черном нет. Но если появилось желание добавить в образ ноту драматизма, повысить градус эмоциональности, включите в аутфит чувственный красный, как сделали у Versace, Sportmac, Moschino. Стильные головные уборы. Просматривая миланские показы, я заметила, что главный акцент очень часто был сделан именно на этот аксессуар. Причем играл он совсем не обязательно функциональную роль в гардеробе. Для примера возьмем кожаные либо бархатные кепи с вуалью Dolce Gabbana, фетровые шляпы с вышивкой и шапочки, больше похожие на плавательные бренда Giorgio Armani, или фуражки, покрытые перьями марки Prada. Модная сумка. Тоже немаловажный аксессуар, который задает стиль и характер вашему наряду. В числе самых трендовых на неделе моды в Милане оказались модели-пушистики. Дизайнеры очень старались проявить фантазию и предложить что-нибудь новое. Глен Мартинс в коллекции Diesel представил, например, меховые сумки. Хотя популярны они уже несколько сезонов подряд, но теперь это модель с графическим ромбовидным узором. А вот у бренда Jill Sander, как всегда, получился футуристический вариант. Всем, кто на первый план ставит практичность и функциональность, наверняка больше понравится тренд на сумку внушительных размеров, которую можно сложить, смять, вместить под мышкой или прижать к себе поближе. Примеры смотрим у Tod's, Bottega Veneta, Альберто Ферретти, Ferragamo. И напоследок пару слов о самой модной обуви. Под номером 1 здесь ботфорты, причем с максимально высоким голенищем. Сапоги от Gucci прикрывают ноги далеко за колено, возможно, чтобы компенсировать отсутствие брюк. Подобная история повторилась у Fendi, Ferragamo, Maison Margiela. В любимчики итальянских брендов попали и жокейские сапоги, вдохновленные униформой наездниц. Пожалуй, это самая удобная модель сезона. И главное, очень универсальная. Как заверяют стилисты, жокейские сапоги подходят ко всему – от очаровательных платьев до расслабленных трикотажных костюмов. Более подробно о модной обуви с полным обзором самых топовых новинок с подиума, а также какую выбрать сумку, мы с вами, друзья, обязательно поговорим в одном из следующих выпусков. Непременно обсудим все главные тренды осени и зимы. Спасибо, что смотрите мои видео, благодарю за ваши лайки и неравнодушные комментарии. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте активировать колокольчик. Удачи! Хорошего дня, всем красоты и позитивного, солнечного настроения!